Мы с вами уже не раз обсуждали одновременно очевидный и запутанный вопрос. Третий год войны. Люди гибнут на фронте. В экономике проблемы. Недовольство всем этим очевидно есть. Так почему же россияне не протестуют? И мы уже давали ответы на этот вопрос. Говорили, что власть уже много лет целенаправленно работает на атомизацию и деполитизацию общества. Что в стране репрессии, которые могут подавить любое недовольство, пока система позволяет большинству жить так, словно никакой войны нет вовсе. Нас больше 140 миллионов человек, около 1,5 миллионов воюют или уже отвоевались. 1 из 100, по грубой оценке, это достаточно мало, чтобы мы могли не замечать проблему. Да, большинство из нас знает кого-то, кто попал на войну, но обычно это не очень близкий человек, бывший коллега, знакомый или знакомый знакомого. Однако среди нас есть исключения. Несколько групп граждан, которых война касается напрямую, которым она жизнь поломала, лишила дома или члена семьи. Эти группы – жители приграничных территорий, военнослужащие и их семьи. Люди, у которых есть причины не любить власть и нет возможности не замечать, что идет война. Лаборатория публичной социологии провела качественное исследование одной из этих групп – родственников, контрактников, срочников и мобилизованных. Но не всех подряд, а тех, кто пытался помочь своим близким, оказавшимся в российской армии в 2022 году. Попробуем на основании этого исследования понять, почему россияне не протестуют против войны и в каких случаях они все же протестуют или могли бы. Первая группа родственников военнослужащих, которую исследовали ученые, это матери, в основном матери срочников. Эта группа отличалась еще одним признаком. Большинство из них не были противниками войны. Они ее одобряли или оправдывали, а государству доверяли. У сыновей некоторых из респонденток были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых парни вообще не должны были попасть на военную службу. При этом большинство матерей считали, что их сыновья все равно должны были пойти в армию. Мол, это школа жизни, не прятаться же за мамину юбку, вот это вот все. На срочную службу в таких семьях сыновей настраивали и культивировали убеждение, что мужчина должен таким образом отдать долг родине. Да, такие семьи тоже бывают. При этом все матери срочников были убеждены, война на срочную службу не влияет. Война отдельно, а их мальчики отдельно. Да и по телевизору говорят, что срочников на фронт не посылают. А еще все сторонницы войны доверяли государству. Были уверены, что оно позаботится об их сыновьях. Или даже когда государство демонстративно нарушало собственные правила, призывая их сыновей с заболеваниями, препятствующими военной службе, женщины не могли допустить, что они и их дети станут нарушать закон, бегая от службы. И переходили к активным действиям не в момент нарушения прав, а когда молодым людям начинала грозить серьезная опасность. Обострились заболевания или начала грозить отправка на войну. Боролись респондентки строго в рамках закона и процедуры. Звонили в части, писали запросы в госорганы, обращались к НКО за советами или помощью в оформлении документов, пытались получить консультацию адвоката. И очень важный момент. Они боялись своей активностью, даже такой умеренной и соответствующей регламенту, навредить сыновьям. Боялись, что их ребенку может стать хуже из-за того, что мать такая жалобщица. И опасения эти не были на пустом месте. Одно из интервью исследователи взяли у адвоката, который консультировал военнослужащих, желающих покинуть армию. И он подтвердил, что чиновники могут открыто угрожать такими последствиями. Недавно приезжал буквально вот в мое поселение сотрудник военкома, который рассказывал про субсидии для мобилизованных. Вот он то же самое сказал, что, ребята, если будете жаловаться в прокуратуру, вашим там детям будет гораздо хуже, чем им сейчас там есть. То есть никто этого особо и не скрывает. Трудно оценивать, была ли борьба этих женщин эффективна. Тем более, что не для всех она окончена. Сын одной из них погиб в части на территории России при непонятных обстоятельствах. И всего за месяц до срока окончания службы. Другой вернулся домой в тяжелом состоянии. Некоторые из сыновей этих женщин не получали медицинскую помощь, подвергались избиениям. Но, несмотря на все произошедшее с их детьми, матери не противницы войны свое отношение к государству не пересмотрели. Некоторые продолжают считать, что глобально с системой все в порядке, просто их сыновьям не повезло. Женщины по-прежнему убеждены, армия – обязательный опыт для мужчины. Просто некоторые нюансы нужно изменить. Может, медицинские обследования тщательнее проводить.
Другие считают, что с государством что-то не так, но конкретных претензий сформулировать не могут и острее всего чувствуют свою беспомощность перед огромной системой. Еще один важный нюанс. Эти респондентки никогда не пытались объединиться и действовать сообща. Они признавали свое право защищать своих детей, но каждая по отдельности. Совсем другое те из родственников военнослужащих, у которых сложились антивоенные убеждения. Они не доверяли государству, не одобряли отправку их близких на фронт, часто даже вопреки мнению этих самых близких. Были готовы не только обращения писать, чтобы заставить систему отступиться, разжать челюсти на шее конкретного солдата, но и идти на действия, противоречащие закону. Это самая разнообразная группа. Среди них и отцы, и матери, и дочери военнослужащих, и мобилизованных, и добровольцев, и срочников. Первое, что делали респонденты из этой категории, отговаривали близких от участия в войне. Для них не сработал аргумент, что, мол, нельзя прятаться за юбкой и бегать. Он в этот момент сложил срочку и запросил как раз документы у нас, недостающие для заключения контракта, о чем он не сказал. И в конце августа 2022 года он позвонил радостно из последнего пункта сбора о том, что через 3 дня мы едем в Изюм, я буду гранатометчиком. Это был длинный и печальный разговор в течение 26 минут, когда я ему пояснил свое видение ситуации, что произойдет там с ним. Мне удалось ему донести, что нет, он не должен, ему не стоит ехать с этой командой. И он написал рапорт отказа. Тогда еще это было возможно и доступно. Но отговорить удалось не всех, и близкие респондентов все-таки попали на войну. Многие из них думали, что это ненадолго, не по-настоящему. Ну не пошлют же реально в бой гражданских. У многих в голове были представления о вторых, третьих линиях, где они якобы будут забор охранять. Да и как-то конфликтовать с военкоматом или начальством в части готовы были немногие. Легче переждать, скоро все закончится. А многих пугала тюрьма, война казалась меньшим злом. Часто только столкнувшись с реальностью, смешными штурмами, со службой на передовой, военные соглашались со своими близкими и готовы были на что угодно, чтобы покинуть зону боевых действий. Но тут и сами военные, и их родственники обнаруживали. Чтобы вытащить человека с фронта, не существует правовой процедуры. Нет такого окошка, куда можно заявить «я передумал», и система тебя отпустит. Если варианты и были, оглядываться на закон не приходилось. Но альтернатива-то смерть. Так что многие респонденты рассматривали или даже использовали нелегальные пути. Дезертировать, скрыться, уехать из страны, симулировать болезнь, купить справку, чтобы избежать отправки на фронт. Все приемлемо. Даже сесть в тюрьму, если другого способа нет. И все же респонденты этой группы тоже не нашли способа действовать совместно. Некоторые из них помогали другим родственникам военных или самим военным, и советом, и делом. Но тоже индивидуально, коллективного действия у них не получилось. Отдельно исследователи выделили группу участниц протестного движения родственниц мобилизованных «Путь домой». История развития этого движения прослеживается по интервью, ведь в сущности многие из этих женщин пришли к мысли, что политический протест неизбежен и необходим. Многие участницы движения, аполитичные до этого, захотели разобраться, что вообще происходит, откуда ноги растут. Нашу стабильность забрали просто, и мы поэтому начали двигаться. А когда у человека отнимают вот эту стабильность, он как раз начинает бороться, что-то делать. В своих поисках респондентки попали, вот прям к нам, в нашу с вами среду. Начали читать оппозиционный Телеграм и смотреть оппозиционный Ютуб. Во-первых, тут публикуют нормальные сводки с фронта, а не ту чушь от Минобороны. Во-вторых, тут что-то новое говорят о государстве и войне. В то время появилось много разных групп, объединяющих родственников мобилизованных. Многие предлагали действовать исключительно неполитическими методами, чтобы добиться возвращения людей с фронта или хотя бы объявления точных сроков, сколько им служить. Я видела группу «Вернем ребят» и вроде «Мобилизованным пора домой». Но когда поняла, какими методами они планируют работать, потеряла к ним интерес. Я убеждена, что добиться чего-то просьбами, обращениями и уж тем более подначиванием населения подписывать контракт точно не получится. В начале сентября 23-го начал работу телеграм-канал «Путь домой», который поначалу не очень отличался от других похожих сообществ. Участницы были за конструктив и диалог с государством.
Целью канал ставил возвращение мобилизованных домой в максимально короткие сроки. Там были инструкции, куда писать, как составлять запрос. Женщины сообща добивались встреч с депутатами и представителями Минобороны. Через год после мобилизации, в октябре 23 года, участницы группы разочаровались. Их усилия ничем толком не увенчались. Представители власти старались их успокаивать и только. И женщины сделали вывод, что отпускать людей с фронта никто не собирается. В канале стали появляться мемы о том, как власти обходятся отписками. Тогда и произошел качественный скачок. Формального диалога стало мало. Женщины оказались готовы к публичному политическому действию. 5 ноября участницы движения впервые вышли на митинг, присоединившись к акции КПРФ. Через несколько дней на канале появились инструкции, как создать региональное сообщество и провести публичную акцию. 11 ноября телеграм-канал опубликовал манифест, в котором потребовал полной демобилизации, а 30 ноября администрация Телеграма повесила на канал плашку «Фейк», чтобы их нельзя было найти через поиск. Плашка там остается до сих пор. Последней каплей, по словам респонденток, для многих стала прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года. Путин тогда полностью проигнорировал вопросы о демобилизации. Я как бы не надеялась, что он что-то скажет. Точнее, я не знаю. Это как такой, знаете, всегда лучик надежды. Но он не состоялся. После этой прямой линии у меня прям новый виток какой-то радикализации случился. Вот я даже на пикет вышла. Этот момент стал переломным. Все прежние усилия, обращения, борьба в легальном русле – все оказалось бессмысленным. И многие участницы перестали бояться открытой конфронтации. Движение «Путь домой» начало действовать еще более активно и публично. Снимать видеообращения, давать интервью, организовывать митинги, акции возложения цветов и марши пустых кастрюль. Государство, по всей видимости, прекрасно понимает, что эта группа представляет для него реальную угрозу. Это жены, невесты и матери тех, кого это самое государство уже 2 года называет героями. Поэтому прессовать их, так же как проклятых либералов, сложно. Но женщины эти требуют вещей, которые государство не может им дать. Некоторые из участниц движения хотят одного, чтобы с войны вернулся близкий человек. Пусть его вернут, и они перестанут ходить на митинги и требовать от государства демобилизации. Но такая уступка для системы немыслима. Верни сегодня одного, завтра на улице выйдут 1000. Другие члены «Пути домой» хотят большего. Изначально были требования. Замените наших на других и воюйте дальше, если вам это угодно. Сейчас уже люди более как-то так стали относиться. Я все чаще и чаще встречаю позиции, наверное, схожие с моей, что сколько можно. Наверное, пора сворачивать эту всю лавку как бы совсем и не кошмарить людей, просто дать жить спокойно. Получается, многие участницы «Пути домой» рефлексируют. Им не нужна война, и их протест уже в какой-то степени можно считать антивоенным. При этом сообщество, сформированное участницами движения вокруг телеграм-канала и публичных акций, оказалось очень сплоченным. Мы уже упоминали социальную изоляцию, в которой оказались эти женщины. Общество, игнорирующее войну, склонно было игнорировать и их. Люди провоенных взглядов их не поддерживали. На нашем антивоенном фланге многие норовили их пнуть, ведь они же жены солдат. Как тут не примерить белое пальто и не сболтнуть что-нибудь обидное или какую-нибудь гадость не сказать? Их часто не понимают даже другие жены мобилизованных. Мы уже говорили, что исследование касалось родственников военных, которые пытаются что-то изменить. Но тех, кто принял ситуацию и изменить ничего не пытается, а просто ждет мужа с фронта, гораздо больше. Участниц движения часто не понимали даже их собственные мужья. Не все хотят быть спасенными. Кто-то боится, что так выйдет только хуже, а кто-то верит в цели войны и перспективы победы. Не хотелось бы остаться вдовой. Хотелось бы вот реально развестись. Это был бы праздник. И только в сообществе, среди своих, их понимают. Почему же они еще так понравились? Я к ним зашла на одной волне. Остальные такие: «Ой, бабочки в моей голове, все хорошо, мы побеждаем». То там я зашла, и там такие же, как я. Мы прямо сестры. Наконец-то я их встретила. У меня прямо была радость. Радость от того, что нас мало, но мы есть. Один из центральных вопросов, которые исследовали социологи, это вопрос, а возможен ли сейчас в военном авторитарном российском режиме протест, и какие факторы ему могли бы поспособствовать. На примере участниц движения «Путь домой»
Мы видим, как государство делает из граждан силу, способную ему возражать. Государство вторглось в налаженную жизнь нынешних участниц движения. Они одновременно пережили общий травмирующий опыт. Государство попыталось откупиться, компенсировать им потерю деньгами, а потом и вовсе обвинило этих женщин предательницами, а движение иноагентским. И такое поведение со стороны государства, конечно, вызвало желание ответить на несправедливость. У этих женщин появился общий опыт борьбы с новой, невиданной ранее напастью, и опыт этот их в итоге объединил. Мобилизация отличалась от контракта или срочки. Тут даже опытные НКО ничем не могли помочь. Родственницам мобилизованных пришлось самим вырабатывать методы борьбы, и пока они с ними разбирались, приобрели опыт совместных действий. Так возникли чаты, группы, сообщества, а потом и канал «Путь домой». Еще одним фактором послужило отношение к мобилизации. Она не воспринималась как нормальная и легитимная практика. За ней не стояла привычка и традиция, как за срочной службой или за контрактной. В случае последних общество принимает установку «это нормально, отдал долг родине и свободен» типа. Не общество, а кто-то в нем. Но мобилизация воспринимается как нарушение договора между обществом и государством, как что-то незаконное. В результате родственницы мобилизованных чувствуют себя жертвами произвола. А еще мобилизация была частичной, а оказалась бессрочной. Государство хотело избежать массового недовольства и избежало, но те, кто все же попал под удар, почувствовали себя козлами отпущения. Их жизни, их семьи, их близкие были принесены в жертву, чтобы остальные граждане могли не замечать войну. Не хотелось бы заканчивать на выводе, что широкий протест в России возможен, если государство в будущем масштабирует опыт участниц группы «Путь домой» на все общество. Пока мы просто видим, протестный потенциал копится. И мы можем помочь в борьбе протестующих, не погружать их в социальную изоляцию. Принять, что у них могут быть отличные от нас взгляды или жизненный опыт. Не осуждать их, что они 20 лет не замечали диктатуры. Потому что сейчас они хотят того же, что и мы. Чтобы война прекратилась, а их мужья вернулись с фронта. До завтра.